Луиса и ее муж Даниэль сидели в вип-зоне на ипподроме. Их последние деньги были поставлены на лошадь с ироничным именем «Последний шанс». Луиса уже не верила обещаниям Даниэля. Когда-то он был надежным, но теперь одержимый риском и долгами. Ставка проиграна. Надежда исчезла. Когда Луиса отошла, к Даниэлю подошел незнакомец. Высокий, безупречно одетый мужчина. Он предложил $1 миллион за одну ночь с Луисой. Даниэль сначала возмутился, но, увидев деньги, сдался. В тот вечер дома он предложил это Луисе как временную жертву ради спасения. Луиса была в шоке. Она не могла поверить, что тот, кого она когда-то любила, готов на такое. Но они теряли дом, кредиты, душили. После мучительных размышлений, сжав зубы, она согласилась. Муж отдал адрес — отель «Империал». Когда Луиса прибыла туда, ее встретил тот самый мужчина. Но, поднявшись в люкс и сняв очки, он раскрылся. Это был Хоакин. Ее первая любовь, потерянный 15 лет назад. Письма, обещания, несбывшиеся встречи. Он все еще помнил ее. Он заплатил, чтобы спасти, а не использовать. Луиса не могла поверить. Хоакин показал документы. Даниэль был должен крупному криминальному кредитору. Луиса в опасности. Все, что она считала своей жизнью, оказалось ложью. Несколько дней спустя Луиса вернулась домой. Даниэль, заметив ее холодность, начал подозревать. Она говорила мало, но требовала половину денег, чтобы самой оплатить ипотеку. Он начал грубить. Впервые за годы Луиса осмелилась дать отпор. Когда он ударил по стене рядом с ней, она заперлась в комнате. В ее руке был экстренный телефон. Хоакин заранее дал ей его. На следующее утро в дом ворвались люди кредитора. Даниэля не было. Он сбежал. Луису увезли как залог. Похищенная и привязанная в холодном складе, она услышала имя Кобра, правая рука кредитора. Ей объявили: у Даниэля 24 часа. Придет с деньгами — она свободна. Не придет — последствия. Хоакин, узнав о похищении, потребовал от Даниэля признать долг. Он согласился привезти деньги. Они встретились с Коброй. Дон Висенте, криминальный босс, согласился на сделку. Деньги за Луису. Но перед этим он разоблачил Даниэля. Тот сам предлагал жену как оплату долга. Луиса была уничтожена. Она ушла, не сказав ни слова. Даниэль остался на складе. Его избили. Дон Висенте счел это уроком. Хоакин привез Луису в безопасное место. Несколько дней она молчала, восстанавливаясь. Потом начался развод. Быстро, почти без сопротивления. Дом был продан. Луиса получила свою долю и купила лофт. Хоакин был рядом, но не давил. 3 месяца спустя они снова встретились, уже как свободные люди. Он не просил многого, только дал ей ключ. Ключ от дома, от нового начала, если она будет готова. «Ты хочешь попробовать снова?» — спросил он, держа ее за руку. «Да», — ответила она. Но на этот раз без страха. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.